Брук была красивой маленькой девочкой с золотистыми локонами и сияющими большими глазами. Ее жизнь в маленькой деревушке на побережье Великобритании была наполнена радостью и смехом. Ее семья, состоящая из любящей мамы и трудолюбивого отца-моряка, всегда поддерживала ее и дарила счастливые моменты. Время летело быстро, дни сменялись ночами, и Брук росла, оставаясь центром внимания и любви для своих родителей. Ее отец, проводя много времени в море, часто привозил домой удивительные подарки: ракушки, привезенные с дальних карибских пляжей, экзотические фигурки из далеких стран, а также книги и игрушки, которые занимали все мысли и мечты Брук. Каждый раз, когда он возвращался, девочка буквально светилась от счастья. Она с детской наивностью налаживала с ним контакт, не оставляя никаких преград между ними. Каждый подарок, который он приносил, становился для нее связующим звеном к дальнейшим приключениям, о которых она частенько мечтала. Не забывая о своих обязательствах перед любимой дочерью, ее мама охотно помогала Брук изучать мир. Вместе они проводили часы на свежем воздухе, исследуя сад. Брук обожала рассматривать растения, находить разные цветы и ловить бабочек, которые порхали вокруг. Она мечтала стать исследователем и открывать новые миры, как ее отец в его приключениях на море. Однажды, когда Брук контролировала свои чувства от ожидания возвращения отца, она заметила, как вдалеке показался его силуэт. Он медленно шел к дому, и ее сердце замирало. Она бросилась к нему, не обращая внимания на все остальное, и вскрикнула от радости. Обняв его с восторгом, она обратила внимание на то, что на этот раз у него не было подарка. Обычно он всегда приносил что-то необычное, но сейчас он выглядел несчастным. На миг Брук почувствовала тревогу. Однако отец опустился на одно колено, вложив ей что-то в ладонь. Это было живое существо. Брук всмотрелась, отодвинув пальцы, и увидела крошечного птенца-ворона. Он был таким хрупким и милым. Его перья были как черное бархатное одеяло. Отец объяснил, что этот птенец нуждается в уходе, и он хочет, чтобы Брук взяла на себя ответственность за него, как за настоящего ребенка. Взгляд Брук был пронизан неуверенностью, но затем она почувствовала прилив радости от мысли, что сможет заботиться о таком уникальном питомце. Проведенные вместе недели превратили их в настоящую команду. Брук кормила воробья, играла с ним и пыталась обучить его небольшим трюкам. Вороны оказались очень умными существами, и ей удавалось обучить его различным командам. Каждый раз, когда Брук порывалась оставить его на некоторое время, он ждал ее возвращения у окна, как преданный друг. Все ее дни проходили среди смеха, игр в саду и веселых приключений. Она смотрела, как вороны стреляют в небе, взмывая к высоте, и мечтала о том, чтобы и сама могла бы парить, как они. Ворон постепенно становился уверенным в полете, и Брук радостно наблюдала, как он с каждым днем открывает для себя все новые горизонты. Иногда, когда погода была великолепной, Брук выносила его на улицу. Ворон взлетал в небо высоко, словно беглец, оставляя ее с замиранием сердца, но он всегда возвращался к маме в ее объятия. Каждое утро начиналось с ее запланированной рутины – охрана драгоценности, своего воробья, как она его называла. Она заботилась о нем, как о настоящем ребенке, пока однажды день не стал трагическим. Солнце ярко светило над головой, когда Брук решила отдохнуть под своим любимым деревом, растянувшись на траве, укрытой нежными цветовыми лужайками. Но вдруг ей стало плохо. Она схватилась за горло, и, несмотря на ее отчаянные крики о помощи, ворон, сидевший рядом, начал громко кричать, словно звонил во все колокола вокруг. Ее родители, находящиеся внутри дома, почувствовали тревогу, когда ворон, обычно такой спокойный, закричал, как будто чувствуя, что их дочь нуждается в помощи.
Они выбежали на улицу и, увидев Брук, лежащей без сознания, в панике сделали все возможное, чтобы ее спасти. Ворон чем мог пытался привлечь их внимание, но его усилия были проигнорированы. Собравшись с духом, родители погрузили ее в машину и помчались к больнице, не замечая ворон, который все еще сидел на дереве, наблюдая за ними с горьким предчувствием. В больнице все происходило быстро. Врачи обследовали Брук, и, казалось, у них не осталось никаких больше вариантов. Прошло несколько часов, прежде чем врачи пришли к печальному выводу. Несмотря на все усилия, Брук была объявлена мертвой. В это время ворон сидел за окном больничной палаты, продолжая стучать клювом по стеклу. Персонал, посчитав, что птица просто мешает, решил отогнать его. В больнице не место для таких животных, догадывались они, оставаясь невидимыми к его уму. Когда родители Брук покинули больницу, они не могли поехать домой в полном молчании и горечи. Ворон вновь стукнул клювом по их машине, вызывая громкий звук, который прозвучал как протяжное страдание. Пораженные, они проигнорировали его, погружаясь в собственные мысли. Дни проходили, и вскоре наступил день похорон Брук. Это был день, о котором никто не хотел думать. Страна оплакивала потерю. На похоронах присутствовали все, от близких друзей и семьи до соседей и знакомых. Каждый мог видеть маленький гроб, в котором лежала их солнечная девочка. Крышка была открыта, чтобы каждый мог сказать свои последние слова. Она выглядела такой хрупкой, словно ее ограничили в какой-то магии, как если бы ее жизнь и свет были погашены. Ее лицо, спокойное и нежное, дало надежду на то, что она нашла мир. Многие плакали, приходя прощаться с ней, гладя ее лицо и целуя в щеку. В то время как люди проходили мимо, можно было увидеть ворона, сидевшего на соседнем дереве. Небо неожиданно стало черным, и осуществлялось непредсказуемое предчувствие. Время от времени он подлетал к собравшимся, издавая громкий пернатый звук, который дрожал в воздухе. Родители Брук затаили дыхание, когда ворон наконец опустился на крышку гроба. Он смотрел на тело своей хозяйки с глубокой тоской. Вдруг, проявляя случайность, птица начала издавать странный жужжащий звук, как будто задавая важный вопрос. Он прыгал взад и вперед от крышки до края гроба, а затем снова назад. Его маленький носик вжился в ее лицо. Постепенно он начал активно клевать ее, словно пытался разбудить. Родители Брук были тронуты поведением воробья, не понимая его мотива, но осознавая, что он, возможно, чувствует ее присутствие. Несмотря на то, что ворона нужно было отогнать, никто не понимал, что именно он интерпретировал. Наконец, отец Брук подошел к открытому гробу и попытался махать руками, чтобы отпугнуть птицу. Но ворон отказался прочь взлететь. Он продолжал издавать звуки, и каждый его крик был полон интуитивного понимания. После того, как воробей, несмотря на уговоры, выполнил одну свою маленькую акцию, на мгновение все замерли. Брук сидела. Ее тело стало живым, как будто страсть воробья наполнила ее. На коленях у нее лежало яблоко, застрявшее у нее в горле после падения с дерева, под которым девочка лежала в саду. В тот момент, когда ее срочно доставили в больницу, врачи предполагаемые относили к легким, проверяя только их, не догадываясь, что проблема была в ее горле. Недостаток кислорода просто отправил ее в кому, и она ошибочно была объявлена мертвой, хотя на самом деле все еще делала медленные вдохи, скрываясь от всех. С неожиданным открытием о том, что Брук жива, ее родители бросились к ней, обнимая и целуя. Весь этот ужасный кошмар и невероятные события, казалось, собрали все эмоции, нарывающиеся в груди. Счастье смешивалось с облегчением, и, несмотря на потерю, они знали, что этот день стал знаковым. Потрясенные, они внезапно поняли, что ворон знал об этом с самого начала. Он много раз пытался передать это сообщение родителям Брук,
но они не понимали и ему не доверяли. А его прокусывание лица и рта Брук было лишь его способом устранить блокировку, которая не позволяла ей дышать. К счастью, у птицы было достаточно времени, чтобы спасти ее жизнь. Как бы вы отреагировали, начали ли бы вы кричать и капать слезы, если бы стали свидетелем такого чудесного события на похоронах? Каждый из нас задается вопросом о той уникальной связи, которая нас связывает с дорогими нам существами, включая наши любимые животные. Это была история о Брук и вороне, учившая важные уроки о любви, дружбе и истинной ответственности. Дорогие зрители, благодарим вас за то, что вы смотрели нашу историю. Если она вам понравилась, не забудьте поделиться своими мыслями в комментариях, поставить лайк и подписаться на наш канал. Мы рады, когда вы с нами. До свидания.